Здравствуйте, мои дорогие. Такой эксперимент на этих картах. Посмотрим, кто будет входить в вашу жизнь в ближайшее время. Кто войдет в вашу жизнь в ближайшее время. И для чего? Давайте посмотрим что-то важное, например. Так, первый человек. Кто? Это как? Человек-дьявол? Это что у нас такое идет? Кто это такой? Это человек, который будет финансово вас подстрекать к чему-то. Тут как к трате, например, финансов, либо к тому, чтобы финансы как-то получить. Давайте посмотрим, кто ты такой для нее. Кто такой? Это трата финансов. Трата финансов. Так, смотрите, тут говорят, что какой-то человек войдет в вашу жизнь, чтобы проверить вас на финансовую грамотность, например, либо на то, чтобы что-то связанное с деньгами. И вот вы, я надеюсь, что проходите этот путь, потому что вы будто бы, ставите точечку. Вроде как получится. Поэтому тут еще предупреждение говорят, что войдет такой человек, который проверит вас финансово. Тут все что угодно. Тут вот в роли дьявола какое-то искушение. Например, вы видите большие перспективы и такие, да, вкладываю деньги. Навряд ли, конечно, у меня тут такие. Будьте осторожны лучше. Будьте осторожны. Так, кто еще входит в вашу жизнь? Так, это человек очень творческий и затворник. То, что он делает, это большая работа, много работает этот человек, много творит. И это творчество, прям вся его жизнь. Это король монет. Он в своем как доме. Человек-творец. Человек, который занят этим творчеством как действительно настоящей работой. По сути, он и зарабатывает на этом творчестве очень серьезно. Много трудится, много работает этот человек. А здесь еще и вот как дом, почему-то говорят, вот он с домом. Вот. Не просто вы в его дом входите, а вот он с домом. А что-то он вам как хочет дать. Он в пути. Это человек, который в пути к вам. Кто еще повстречается на вашем пути? Кто входит в вашу жизнь? Так, здесь у нас королева жезлов. В каждом раскладе идет фигура. Королева жезлов. Женщина какая-то. Что это за женщина? У нее есть... Это пара. Она здесь первая войдет в вашу жизнь, и ее муж, я так понимаю. И король жезлов. Зачем они входят в вашу жизнь? Какая-то парочка. Пара людей. У вас будет с ними как совместный путь. Это путь, разговор какой-то будет в пути. Вот. В общем, вы как почерпнуть что-то можете от общения с этими людьми. Тут такая четкая пара, они прям один друг с другом очень ладят и невероятно такие хорошие. Ничего плохого вроде нет. Ну-ка, дайте. Новое. Вы посмотрите по-новому на мир. Новый путь какой-то у вас начнется. Да, новый путь. Благодаря этой паре. Вот, какая-то парочка. Может, общаться будете с людьми, это какое-то ненавязчивое общение. Вы общаетесь, возможно, за чашкой чая, даже так. У вас начинается новый путь. Окей, кто еще входит в вашу жизнь? Так, это какой-то богатый человек. Он из богатой семьи, либо создал сам это богатство. Он подозрителен, и это подозрение его... Так. Подозрительный тип. Именно тип. Хитер.
Но ничего плохого не будет с его стороны для вас, да, вот он просто по жизни такой, знаете, что его прошлое связано с какими-то решениями проблем в его жизни. Эти проблемы он решал нечестно. Вот. Вот такой человек войдет в вашу жизнь еще. Ну как, повстречается на вашем пути. Кто повстречается на вашем пути? Для чего он, человек этот, повстречается? Тоже какие-то, знаете, уроки. Здесь вы... Он как ваш учитель в чем-то будет. Это неплохой для вас человек. Тут вообще показано, что вот он как ангела крылья приобрел, да, то есть ему как прощены все его проблемы. Этот человек будет как учителем вашим. Кто еще входит в вашу жизнь? Так, здесь человек в движении, человек прогресс, человек рост. Так, человек, который деньги зарабатывает. Ну вот как, знаете, идеи, у него в голове идеи, да, и он на этих идеях зарабатывает. Тут говорится, как деньги хватает с воздуха буквально. Он в каждом, в чем-то, вот, например, идет по улице и видит, есть возможности, вот во всем видит какие-то возможности. Ну-ка. Человек, который очень сам, ну, почему-то здесь он к вам придет за какой-то, может, просьбой, потому что у него какой-то страх. А чего хочет от вас? По определению человек хороший. А чтобы вы что-то как работа какая-то, возможно, вы какую-то услугу для него можете делать, если вы работаете, возможно, это ваш клиент. Так, хорошо, повстречается и что? Ну вот клиент такой повстречается. Здесь у нас будет какое-то несогласие, но у вас как тоже поменяется многое в жизни. Так, у нас тут свеча погасла, но мы потом поменяем. Сейчас немножко она там застынет, я другую поставлю. Так, кто еще встретится на вашем пути? И для чего? Кто встретится на вашем пути и для чего? Человек, который дающий, вот дающий, да, что-то дает, кавалер. Молодой человек. Так, человек, который может помочь вам в чем-то, и эта помощь действительно вот как на руку вам, она вовремя придет. Он от чистого сердца вам в чем-то поможет. И, знаете, вот как в такое взаимопонимание выйдет. Кто этот человек? Это может и сердечный какой-то человек, да, то есть человек, который сможет потом с вами пойти сердечным путем, да, тут у нас говорят. Или вы настолько близки будете, возможно, это женщина, да, для женщины. Тут какая-то помощь, что вот как вы хорошие друзья, подруги можете быть. Кто встретится на вашем пути еще? Так. Сейчас сидит, смотрит, например, меня человек, который вообще из дома не выходит. Думает, кто мне встретится? А вы выходите. Вот видите, сколько людей там хороших и не очень, конечно, но много. Так, человек, который в проблеме какой-то. От вас отворачиваться будет, но вы видите как? Но вы как-то настолько... Я не знаю, отворачиваться, вот видите, как он отвернут сидит, но завяжется какой-то разговор, и он поймет, что вы, ну, вот какой-то человек, который может успокоить, что ли. Тут какая-то справедливость идет. Ну-ка. У вас будет совместный путь, какой-то совместный путь. Я вижу двух людей, которые встретились, у одного проблемы, и он решает, ну, такой, знаете, как я решу сам свои проблемы, но с вами разговаривает, да, то есть он не показывает, что у него проблемы. Вот, но в разговоре вы понимаете, что да, у человека что-то не то. Вот. И я так вижу, что вы ему поможете
Ну, поможете то ли словом, вот как-то, то ли каким-то делом, но не требующим от вас большого труда. Так, здесь непонятно. Подождите, кто этот человек? Ага, человек в проблеме. Проблему свою не показывает, видите? Но вы как проникнетесь. Тут, знаете, вот именно вот эти две карты, смотрите, карта справедливости и карта страшного суда, они мне, знаете, о чем говорят? Что и вот эта дорога, вы будете идти по дороге и увидите человека, которому плохо, да? Знакомый это либо незнакомый. И ваше участие, оно вот решающее. Как для него, так и для вас. Ну вот что-то такое. Так, еще кто на пути встретится? Это какой-то искатель. Мужчина-искатель. Король кубков на пути встречается. Почему сразу не показали? С разбитым сердцем мужчина. Вот и интерес какой классный. Император. На вашем пути встречается человек. Король кубков со своим разбитым сердцем. И в итоге он становится для вас императором. Это шанс. Шанс, вот, пожалуйста, шанс быть с таким человеком, но опять же, что значит шанс? Ему шанс быть с вами. Это так. Но я еще так больше скажу, что здесь идет человек для построения отношений. Просто здесь проблема в том, что у него как видение мира не очень яркое сейчас. Да? Он влюбляется, разбивает себе сердце, но он по своему содержанию, да, человек хороший и очень стабильный. Хорошо, давайте вот сюда остановимся. Тут уже интересное что-то. Что здесь нам хотят сказать? Ой, какое-то несогласие. Я так вижу, что ваше знакомство будет не совсем таким классным. Вот. Первое знакомство не состоится в таких радужных тонах, что вот там влюбляетесь друг в друга. Нет. Но этот человек, по сути, интересен для общения, станет вам немножко позднее. И говорят, что есть в этом какой-то толк, да, в этом общении с этим человеком. И даже не про отношения идет речь. Он в чем-то вам, как император, как имеющий власть, поможет. Что там за разбитое сердце? Это может быть и в отношениях разбитое сердце, да, и также человек обжегся, когда был очень добрым с кем-то, понимаете, вот это идет. Угу. Человек для вас может что-то сделать, так, и причем вы в итоге подружитесь с этим человеком. Вот такая дружба у вас идет. Он такой одиночка. Так, хорошо, а вы? Как у вас там все сложится? Ну, тут будет или дружба, так, я тут вижу, или дружба. А вы тут холодная, смотрите, королева мечевая. С вашей стороны это дружба. Он вам не интересен как мужчина. Ну, а там посмотрите, вдруг действительно будет интересно. Но у вас хорошая дружба завязывается с мужчиной. Он не дружит с вами, это вы ему нравитесь. Так. Ну вот у него есть какой-то ресурс, который вам интересен. Тоже. Вот такая вот вещь идет. Так, что еще? Какой человек встречается вам на пути? И здесь человек-судьба. Человек-судьба. А вот концовочка какая, интересно. Здесь интрига в этом выкладке, в последней я вижу. И в этой выкладке говорят, что встречаете судьбу. Но встречаете ее тогда, когда как пересекаете границу. Это уж, смотрите, тут физически можно там пересекать границу страны, пересекать границу чью-то, пересекать как границу чьего-то пространства. Вот, и вы увидите его за работой, вот какой-то человек. Это человек судьбы. Что там будет дальше, мы можем, конечно, глянуть. Это исполнение ваше.
Что-то он исполнит ваше. То есть то, что вы загадывали для себя когда-то. То есть то, что является вашей заветной мечтой. Вот. Есть такой человек для исполнения этой мечты. Что он исполнит? Подумайте, что вы хотели, может быть. Всплывет что-то в голове. Так, совет от Вселенной вам. Думать думать головой. Трезвый ум. Поддерживать состояние разума светлым и чистым. Ну, все. А знаете почему? Потому что вы как что-то не видите, и вы не видите кошку. Видите? Закрыли глаза, идете. Что-то охраняете, а охраняете не то. Кошка стоит, смотрит на вас. Что это за кошка? Магическая какая-то фигня. Кто-то вас там хочет. Ну, опять же, тут могут говорить о том, что кто-то, имеющий влияние, да, влияние, кто этот, смотрит за вами кто-то. Это человек, который совершенно по-другому смотрит на этот мир, во-первых, да, но он как в жертве сейчас, с одной стороны, но вы не видите этого человека, не говорится, что вот он сильнее вас, как эта кошка, а вы, эта белочка. Нет. Но человек готов, допустим, напасть, если вы долго будете с закрытыми глазами. Как вам быть? Проверять, все проверять. Что-то такое идет. Вы когда-то это делали уже. Это связано с вашим добром, может быть. Да. Не поленитесь проверять что-то, проверять. Я не знаю, может в работе что-то там. Лишний раз проверьте документы или лишний раз проверьте, сходятся ли суммы. Вот эти вещи идут. Кто-то прям смотрит и знает, как воздействует на вас, но пока не действует, пока смотрит. Ну, видите как, вы все-таки солнышком показаны, значит, вас берегут силы, и эти силы очень сильные. Тут человек, который защищен этими силами, но в любом случае открывайте глаза иногда, да, чтобы вот таких вот людей вы могли хотя бы высветлить перед высшими силами. Вот так, мои дорогие. И вот они попадутся в свою мышеловку, в кошку, значит. Благодарю вас, мои хорошие. Вот такой сегодня расклад. Спасибо вам за ваши лайки, за прекрасные слова, которые пишете в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока.